Всем привет! Сегодня у нас будет экскурс в прошлое, и мы вспомним, какие масштабные модели отечественных полуприцепов выпускали бренды «Автоистория», «Старт-Скилл Моделс» и «Наш Автопром». И начнем мы с автопоезда, состоящего из сидельного тягача МАЗ-200В и полуприцепа МАЗ-5215. Обе модели от «Автоистории», они уже сняты с производства, хотя похожие сидельные тягачи и полуприцепы вы можете встретить и в других вариантах исполнения, как в наборе, так и по отдельности. И этот сидельный тягач в свое время я покупал, по-моему, за 1250 рублей. Полуприцеп мне обошелся в 700 рублей. Я его покупал в наборе с двумя другими полуприцепами. Один самосвальный МАЗ, второй АДАС, который я покажу тоже чуть позже. И если говорить о данном полуприцепе, то это вполне хорошая масштабная копия с учетом ее цены. Здесь вполне аккуратная покраска и сборка. И на нынешних костромских изделиях не хватает прежнего качества. Сейчас практически каждая вторая модель нуждается в каком-то ремонте, в доработке. Все залито клеем, криво установленные детали, непонятный транспортировочный силикон, который сложно очистить в домашних условиях. А старые модели до сих пор поражают своей аккуратностью. Вот здесь, например, нету каких-либо проблем, которые нужно было устранять после приобретения масштабной копии. И здесь пластиковая рама, пластик окрашен в массе, и особых отличий между этим и более дорогим аналогом в коробочке Startskill Models я не обнаружил. Единственное, отличается цвет кузова и то, что у модели от SSM поставляется прозрачный бокс. Рама, по-моему, на той модели тоже сделана из пластика. И здесь я поставил покрышки от Maestro Models, это резина Ultra Grip. Изначально покрышки были отвратительного качества, и покрышки со временем начали белеть, они задубели, поэтому я снял их, чтобы они не оплавили колесные диски, и поставил улучшенную резину. И, конечно, на таких покрышках модель смотрится намного лучше. И здесь выдвинуты опоры, но они не задевают за напольное покрытие, когда вы устанавливаете полуприцеп на седло тягача. Сзади присутствует прозрачный фонарик, также место для установки регистрационного номерного знака, и на кузове также сделали катафоты, но почему-то их окрасили в единый цвет с кузовом, и при желании вы можете их раскрасить самостоятельно, но опять же нужно аккуратно наносить точечки, и пока что на своей модели каких-либо доработок я не делал. И покажу вам также мельком сам сидельный тягач. На каждую из этих моделей на основном канале я делал детальный видеообзор, поэтому зацикливаться особо на моделях не будем. Кому интересно, можете найти старые видеоролики и посмотреть на эту модель более внимательно. И здесь тоже я заменил покрышки, других доработок не делал, и эта модель уже с улучшенной кабиной. Предыдущие модели МАЗ-200 были с упрощенным типом кабины, и ручки и поручни там были единым целым с кабиной грузовика, и также была упрощенная передняя балка. Здесь она уже немножко лучше изготовлена, но тоже не окрашен глушитель, не окрашена плашка двигателя, и эти детали по большому счету нужно самостоятельно дорабатывать. И давайте еще раз покажу, как выглядит эта сцепка. И многие люди покупали два одинаковых полуприцепа, чтобы сделать длинный автопоезд, как на старых советских фотографиях. У меня только одна модель в коллекции. И здесь сделано напольное покрытие в кузове, но почему-то не сделали внутреннюю расшивку бортов. И, конечно, это портит вид, и сюда по-хорошему нужно какой-то груз. Есть различные бетонные плиты от мастерской СМУ-23. У меня тоже есть пару плит в комплекте, но не для этого полуприцепа. И давайте я вам покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с другим сидельным тягачом. И покажу вам тягач МАЗ-5429 от Наш Автопром с кабиной темно-зеленого цвета. Это довольно старая модель, один из первых МАЗов от НАПа в моей коллекции. И у меня есть еще один трехосник, больше грузовиков с такой кабиной от НАПа не брал в коллекцию, потому что здесь тоже есть свои проблемы. Это и переразмеренная кабина, но в целом это вполне удачная модель. Она отлично передает образ настоящего прототипа. И сейчас нету смысла покупать старые МАЗы от НАПа, потому что вышли аналоги от SSM. У них тоже есть свои недостатки, но объективно те модели намного лучше. И пока что единственное останавливает от приобретения моделей
моделей МАЗ от SSM цена. Как только на них снизят цену или появится более бюджетный аналог в коробочке «Автоистория», я тоже возьму разнообразные варианты в свою коллекцию. Ну и тоже получается вполне симпатичная сцепка. Здесь на модели от NAP я поставил харьковские колесные диски и покрышки ID304. Также окрасил плашку двигателя, выхлопную трубу и поставил брызговички. И также немножко доработал переднюю балку, убрал сплошную ось. А других доработок на этой модели я не делал. И повторюсь, это вполне хорошая модель за свою цену. И давайте я вам покажу, как данный полуприцеп будет выглядеть с другим сидельным тягачом, например, с более современным МАЗ-5432. Ну, конечно, такие сцепки вряд ли встречались в реальной жизни. Но получается тоже довольно интересный вариант исполнения. Я думаю, если оставлять такую сцепку, нужно заменить покрышки на самом полуприцепе, потому что это очень старая резина, и, конечно, я не думаю, что в реальной жизни она еще могла сохраниться на такой модели. И давайте покажу, как с этим МАЗом будет смотреться, например, самосвальный полуприцеп МАЗ-5232В. Модель от Автоистории. Здесь подъемный механизм, также откидывается задний борт. Это очень легкая модель, здесь тоже, по-моему, пластиковая рама. Покрышки, опять же, заменил на вариант от Maestro Models. Здесь опоры в походном положении, они не выдвигаются, но я думаю, при желании можно сделать их рабочими. И данный полуприцеп окрашен в серый цвет. И у Автоистории, по-моему, продавались уже наборы с данным полуприцепом, и он был, по-моему, синего цвета, а тягач был с белой кабиной. Но я уже не стал покупать его в свою коллекцию, потому что эта модель у меня уже была куплена отдельно, и также отдельно были приобретены сидельные тягачи. Ну вот получается тоже такая интересная сцепка, но из-за того, что у меня на тягаче наклейки Софтрансавто, он заточен только под определенный тип полуприцепа. И давайте покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с 500-м МАЗом от NAP. И он не устанавливается на седло, потому что здесь шкворень по диаметру больше, чем посадочное место на масштабной копии. Ну, получается тоже довольно симпатичная сцепка. И это вполне реалистичный вариант исполнения. Такие грузовики таскали подобные самосвальные полуприцепы. И давайте дальше посмотрим, какие модели есть в моей коллекции. Например, полуприцеп панелевоз. Нами тоже очень симпатичная масштабная копия, несмотря на свою простоту. Здесь уже металлическая рама, опять же покрышки я заменил на вариант от Maestro Models. И для этой модели я покупал отдельно перекрытие для, скажем так, красоты, но одно перекрытие у меня, к сожалению, сломалось, потому что это были детали, по-моему, из гипса, и не нашел замену, потому что вроде бы в магазинах уже не продают продукцию SMU-23. Если найду, то куплю, и тогда уже, возможно, покажу в будущем видеоролике, как этот полуприцеп будет смотреться с установленным грузом. И получается тоже очень симпатичная сцепка, темно-зеленый тягач с зеленым полуприцепом. И здесь полуприцеп хорошо садится на седло грузовика, и он также нормально смотрится по высоте. И также могу показать, как этот полуприцеп будет выглядеть с более ранним МАЗом 200В. Тоже получается вполне хорошая сцепка. Ну, вот так выглядит данный автопоезд. И пишите ваши комментарии в вашей коллекции, если есть полуприцепы, с какими тягачами вы делали сцепки. И можно посмотреть, как этот панелевоз будет выглядеть с более современным МАЗом. Но здесь он не встает на седло тягача, и фары упираются в заднюю стенку полуприцепа. Так что вот такую сцепку не получится сделать. И давайте теперь вам покажу другую модель полуприцепа. Это самосвальный МАЗ 9506-020.
модель от Автоистории. И у меня в коллекции есть еще один такой полуприцеп, только в другой схеме окраски, в коробочке Premium Classics. И ту модель я покажу чуть позже. Она была в наборе с европейским сидельным тягачом. И просто ее купил, мне понравилась там схема окраски полуприцепа и сидельного тягача. Ну, тоже вполне хорошая модель. Здесь откидывается задний борт. Тоже подъемный механизм. Правда, он не держится. Видите, гидроцилиндр просто вывалился. Но ничего, потом я его подкорректирую. Это не страшно. И вот так выглядит передняя часть полуприцепа. Здесь установлено запасное колесо. И давайте сцепим его сидельным тягачом. Получается тоже вполне хорошая сцепка и вполне реалистичная, но я думаю, к этому полуприцепу больше подходит трехосный сидельный тягач. Можно, например, взять МАЗ-6422 от Автоистории, грузовик с кабиной голубого цвета. И большинство своих моделей я покупал по отдельности. И, как всегда, по традиции Кострома предлагает или отдельно сидельный тягач, или отдельно полуприцеп. Большинство людей их покупают, и потом они выкатывают различные сцепки за более приемлемую цену. В лучших вариантах окраски, но так как уже в коллекции имеются все эти грузовики, то нету смысла покупать однотипные модели. Хотя, каюсь, я в свое время покупал и наборы в других схемах окраски, а сейчас уже более выборочно подхожу к приобретениям от костромских брендов. И давайте я вам покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с сидельным тягачом КАМАЗ от Автоистории. Это относительно свежая новинка, обзор на которую я не так давно делал на основном канале. Тоже получается вполне симпатичная сцепка. И также здесь подходит цвет кабины грузовика к оформлению полуприцепа. И давайте покажу вам следующие модели. Например, полуприцеп ADAS, который изначально заточен под модель ZIL. Но у меня ZIL в наборе с другим полуприцепом для перевозки старых телевизоров. Я тоже вам показывал ту модель. А отдельно сидельного тягача ZIL от Автоистории или SSM нету в моей коллекции. Здесь тоже пластиковая рама, выдвинутые опоры. Покрышки я заменил на аналог от Maestro Models. Это очень легкая модель. И также у SSM был похожий полуприцеп, и долгое время его продавали с хорошей скидкой, но уже не стал покупать его в свою коллекцию, потому что был вариант от Автоистории. И под этот полуприцеп можно, например, подобрать сидельный тягач ГАЗ-51. От той же Автоистории, конечно, возможно, полуприцеп будет тяжеловат для этого сидельного тягача, но пока что вариантов другой сцепки у меня в коллекции нету, и именно под эту модель Автоистория пока что не выпустила подходящий полуприцеп. И также я могу показать, как этот полуприцеп смотрится с самоделкой ГАЗ-53, сидельный тягач. Эту модель я делал из полимера, тоже на основном канале есть видеоролик, посвященный этому грузовику, как, из чего я делал эту модель. И здесь все сделано из эпоксидной смолы, а дворники я делал из канцелярских скрепок, так что здесь по большому счету нету какой-то промышленной детали. И впоследствии я немножко доработал выхлопную трубу, сначала сделал ее большего диаметра, мне не очень понравилось решение, и впоследствии подобрал более тонкую проволочку и сделал новый глушитель. Ну вот такой грузовичок. Следующий полуприцеп, который я вам покажу в рамках сегодняшнего видеоролика, это трал-тяжеловоз от Автоистории. Вполне хорошая масштабная копия, довольно тяжелая, потому что она сделана из металла. Здесь откидываются специальные трапы для помещение на платформу какого-либо устройства. И на этой модели, как и на предыдущих, я тоже поставил харьковские покрышки. И вот так выглядит нижняя часть данного полуприцепа. И изначально эта модель продавалась как отдельно, так и в наборе с сидельным тягачом. И у меня есть сидельный тягач КРАС. И вот так выглядит
масштабная копия с этим сидельным тягачом. Правда, у Краза, я посмотрел, куда-то потерялось сцепное устройство. Возможно, оно лежит где-то в коробке, но вот такое качество модели. Все отваливается, и если где-то что-то не углядишь, обязательно мелкая деталь потеряется, и впоследствии нужно будет что-то думать, или покупать новую, или изготавливать что-то самостоятельно. Вот такое китайское качество сборки. Но получается вполне хороший автопоезд. Конечно, сюда хотелось бы поставить какой-то экскаватор, возможно, бульдозер. И покажу вам, как с этим Кразом будет смотреться еще один полуприцеп. Как раз на котором осталось седло от сидельного тягача. И это полуприцеп для перевозки топлива. И вот так бывает, сделаешь видеообзор и потом видишь, что модели не хватает каких-либо деталей, потому что, повторюсь еще раз, они плохо приклеены, не всегда бывает заметишь, что деталь отвалилась. И я помню, мне кто-то в комментариях сказал, что на моем видеообзоре на одной модели не хватало зеркала заднего вида, и очень рад, что мне подсказали, потому что случайно нашел зеркало, прошло бы какое-то время, я думаю, оно бы затерялось, и потом уже нужно было искать ему замену. Ну, вот получается тоже вполне симпатичная сцепка, и покажу вам, как данный полуприцеп будет выглядеть с моделью капотного Краза от производителя наш Автопром. Тоже получается вполне симпатичная сцепка. Конечно, у НАПа более простая модель, чем у Автоистории, но это за свою цену был хороший грузовик. И не стоит забывать, что у НАПа Кразы вышли чуть раньше, чем у костромских брендов. И многие люди успели приобрести эти модели в свою коллекцию. И давайте теперь я вам покажу более современные полуприцепы, под которые, я думаю, мы тоже подберем более современные сидельные тягачи. Первый полуприцеп — это двухосник МАЗ-93-971 от Автоистории. Вполне хорошая масштабная копия. Здесь снимается тент. И я вам недавно показывал похожий полуприцеп, только в коробочке Premium Classics. Там тент был окрашен в ярко-оранжевый цвет, но у самого полуприцепа был более симпатичный окрас бортов. И там модель была в наборе вместе с сидельным тягачом МАЗ-5432. В принципе, под этот тягач и задумывался данный полуприцеп. И как раз покажу, как эта модель выглядит с моим вариантом Софтрансавто. И вот именно такую сцепку я планировал изначально сделать, и получается вполне хорошая сцепочка. И покажу вам еще, как этот полуприцеп выглядит с трехосным сидельным тягачом МАЗ-6422 от Автоистории. Тоже получается вполне симпатичная сцепочка. И вы тоже при желании можете делать различные варианты. Например, можете убрать тент, сделать открытый вариант и сюда в кузов поставить какое-нибудь перекрытие, плиту или что-то другое. Возможно, ящики, возможно, какие-то конструкции. Или сделать вот такой классический вариант исполнения. И также покажу, как с этим полуприцепом смотрится двухосный сидельный тягач КамАЗ от Автоистории. Ну, тоже получается вполне нормально. Правда, у КамАЗа выше расположено седло, и из-за этого полуприцеп не очень ровно стоит, а получается у него задняя часть наклонена вниз. И также можно этот полуприцеп примерить с более современным сидельным тягачом МАЗ 5440. Тоже получается вполне симпатичная сцепка. Вот так выглядит данная модель. И покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с трехосным сидельным тягачом МАЗ-6430. Чтобы не попасть в седло. Ну вот так выглядит данный набор. И давайте теперь к этому МАЗу примерим трехосный полуприцеп. Тоже от Автоистории.
вполне хорошая модель. Это МАЗ 9758. И здесь тоже съемный тент, и этот полуприцеп продавался как отдельно, так и в наборе с различными сидельными тягачами. И одну модель такого полуприцепа я купил, когда она была новинкой, вторую модель я купил, когда она вышла с сидельным тягачом МАЗ-6422. И тоже получается вполне хорошая сцепка, правда, возможно, здесь не очень хорошее сочетание цветов кабины и бортов полуприцепа. И к этому полуприцепу, я думаю, лучше подойдет двухосный сидельный тягач МАЗ-5440 с кабиной голубого цвета. И обычно у меня вот такая сцепка стоит на полке. Ну, получается вполне нормально. И покажу вам последний полуприцеп. Nefas. Это самая свежая новинка. Это модель от SSM из набора с сидельным тягачом КамАЗ. Но точно такой же полуприцеп выходил и от Автоистории в зеленом цвете. Я думаю, многие из вас купили второй вариант в свою коллекцию. И это пока что лучшая модель полуприцепа от бренда SSM. Автоистория. И здесь довольно тяжелый полуприцеп, потому что у него металлическая рама. Вот такие различные автосцепки, которые есть в моей коллекции. Конечно, это не все модели, но если у вас будет интерес, я продолжу данную рубрику и в следующих видеообзорах покажу другие сидельные тягачи, другие полуприцепы, которые есть в моей коллекции. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот и основной канал, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видеороликов. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.